Привет, привет, мои дорогие! В эфире с вами телерадиопередача, в эфире с вами Патракова Ольга. Да, сегодня у нас с вами среда, а значит у нас разбор аккаунтов. Сегодня мы дали объявление про разбор аккаунтов, и у нас целых 2 человека откликнулись, 2 человека, мы прям вообще жжем сегодня на разбор. 3, вон я вижу сообщения, сейчас посмотрим, кто конкретно захотел. Итак, я хочу Виктории Победа, я хочу Ирис Кис-Кис и BestBaker.ru. Итак, дорогие мои, сегодня я разберу, как выглядят ваши аккаунты со стороны, что вам можно улучшить, что можно вам ухудшить, вот, соответственно, на что обращать внимание и что можно подтянуть. Если у вас все хорошо, я вам скажу, что у вас все хорошо, и это, по правде, самый лучший вариант из того, что может быть, потому что если вы знаете, что все, что можно сделать, вы сделали, это значит, остается только работать, пожинать плоды своего счастья, делать людей счастливее, там, не знаю, да, и заниматься любимым делом. Итак, поехали. Так, кто у нас сегодня? 6 человек в эфире. Боже мой, ну прям жжем. Итак, первые поехали. Виктория Победа 25. Ну, лет, видимо, всегда 25. Так, как нажимать там, господи, сейчас, подождите. Нажалась. Итак, дорогие мои, что мы видим? Давайте я вам покажу. У меня телефон на зарядке. Будет видно? Интересно, должно быть видно. Не знаю, сейчас посмотрим. Вот. Она у нас молодец, все сделала. Смотри, домашку сделала, все сделала. Вот так выглядит ее аккаунт. Вот, наша Виктория. Итак, что мы с вами видим? Мы видим фотография. Отлично. Фотография, правда, грустная, но она есть, и это очень хорошо. Мы видим, соответственно, описание Виктория, это тоже хорошо. ПП кондитер без муки 14, это у нас как-то нажимается, что там происходит? Без мук 14, это, видимо, хэштег. Отлично. Чего 14, непонятно, но не важно. ЗОЖ, ПП, диабетик, аллергик, веган. Топлинк есть, это мне очень нравится. На топлинк, если мы нажимаем, что у нас получается? Для звонков и отправить электронное письмо. Супер, прямо молодец. Это одна из самых прогрессивных сейчас технологий, прям умница, очень мне нравится. У нас есть актуальное, непонятно, что у нас в актуальном. Вот я пальцем показываю, непонятно, что у нас в актуальном. Сейчас мы нажмем, посмотрим, что же у нас здесь. У нас здесь с вами отзыв. Ну вот я бы отзывы называла, что они отзывы все-таки. Вот, да, здесь отзывы, у нас в актуальном с вами отзывы. Напиши, что это отзывы, не просто сердечко. Вот, и бывает еще на отзывах заглушка такая, тоже на заглушку я бы сделала заглушку. Так, что мне не хватило? Города мне не хватило здесь. Мне непонятно, какой город. Мне непонятно, делаешь ты на заказ или не делаешь. Что у тебя? Просто ты, например, как это называется, блогер, или ты делаешь на заказ, обращаться к тебе с заказами. Зачем вот этот топлинк у тебя? Понимаешь? То есть ты сделала топлинк, молодец, все хорошо. А связываться с тобой по какому вопросу-то? То есть надо нажать, чтобы узнать для этого. Для звонков нажми, например, стрелочка, да. Хочешь со мной связаться? Нажми. Заказать? Нажми. То есть у тебя не хватает, это называется call action. Что мы делаем, да? То есть мы зовем человека, призыв какой-то. Нажми, свяжись, закажи, купи, узнай, научись. Вот, да, это в таком повелительном наклонении глагол. Вот, какой-то, типа сделай. Так, дальше поехали, смотрим, что у нас здесь дальше. Дальше поехали по картинке. Но здесь, в принципе, вот как бы критичного ничего нет. Для меня критично город. И, ну, что делаем-то? Ну, ты про себя молодец рассказала, а что ты от нас хочешь-то? Ну, то есть, понимаешь, да, что ты тут делаешь? Вот. Дальше поехали в целом. Что я могу сказать? В целом у нас с тобой сохраняется общее целостное ощущение от аккаунта. То есть нет ощущения, что ты просто натырила картинок. Бывает иногда просто. У тебя такого нет. Что просто человек натырил картинок разноцветных, замечательных, красивых. Вот, да. И что-то они у него делают непонятное в этом самом. Понимаю, что все участвуете в марафонах. Вот все понимаю, девочки, прячьте потом в архив. Неделька-две и прячьте в архив. Смотрится, сколько прошло, 5 ноября. А сколько надо держать его? Сколько надо держать, непонятно. Старт 12 ноября, старт уже прошел. Старт потом уже прошел, да, спрячь в архив. Очень выбивается. Она у тебя, во-первых, по цвету выбивается.
Видишь, да, то есть у тебя хоп, и как провал прям такой, как будто здесь вообще ничего нету. Вот, ну тут вопрос, конечно, к Ахмадиевой, почему она делает такую рекламу, которая вообще незаметна, но это как бы другой вопрос. Вот. И у тебя все, вот у тебя все вообще вот такое, да, серый прозрачный фон, теплая такая картинка, очень все вкусненько, все хорошо. На белом фоне тоже мне вот выбивается немножко. Вот такое мне нравится у тебя все. Серый фон, такой тоже, тоже серый, не белый, да, серый, белый, красная выпечка, все такое очень выдержанное, хорошее. Даже вот такие вот картинки нормально смотрятся тоже за счет того, что вот фон общий такой, ну, как бы, общий такой ровненький. И голубенький хорошо, потому что тоже серенький, коричневенький тоже хорошо. Очень мне нравится дерево, мне нравится стилистика. По картинкам, вот единственное, к чему бы я придралась, пожалуй, это мало своих фоток, раз. Своя фотка в низкого качества, два. Выкладывай себя красивую, себя за работой, себя там, не знаю, с тортиком, себя в процессе. Вот, это по картинкам, по общему ощущению. Здесь вот посветлее, смотри, все было у тебя, да, какая-то обработка была другая. Вот. По общему ощущению хорошо. Еще из рекомендаций, если делаешь отзывы или видео, да, например, чтобы черным экраном это не смотрелось, ставить сначала картинку, а потом видео. То же самое с отзывом, ставить картинку, потом видео, то есть сделать карусель. Вот, это, ну, лучше смотрится, и у тебя будет красивее смотреться итого. Дальше, если делаешь везде надписи, делай, или хотя бы через раз, а то делала, хоп, забыла. Вот такие фотки мне, вот таких не хватает там повыше. Поняла меня, да? Вот, тоже прячь. Понимаю, что ты молодец, прячь, выпендрилась, спрячь, или сделай в историю и в актуальное. Здесь уже ты как бы, вот здесь ты еще учишься, сколько это времени назад было, да, 13 апреля. Вот, и если я долистаю, я же не знаю, когда ты там это выставила, я должна понимать, что здесь ты уже специалист. А значит, все, что ты училась, прячешь сюда, мои награды, или кого я училась, вот. Или вообще куда-нибудь, сейчас знаете, да, что делают такую типа визитку, или вот типа визитку, например, прячешь. Вот. В ленте это уже держать вообще не обязательно, ты уже молодец, вот, да. Тут хорошо тоже, мне нравится, потому что на калории же ты считаешь. Мне не хватает, короче, процесса приготовления раз. Вот особенно в последних видосах, говорю, тут красиво, тут каруселька. Тут хорошо видео, не хватает мне видео. Вот, это ты поняла. Потом, вот для меня это две одинаковые картинки подряд идут, да. Я не понимаю, почему их две одинаковые ты выставила. Потом что? Да, видео не хватает. Ну вот мне много приходится крутить, чтобы до тебя докрутить. Не хватает видео, не хватает твоей фотографии. Лично не хватает мне лично по... как это называется, рабочих моментов каких-то. Рабочих моментов тоже вот на таком фоне твоя рука что-то выдавливает, как-то тортик крутится, еще что-нибудь. Мне, кстати, очень вкусно разрезы, очень молодец, что их фотографируешь. Очень вкусно, очень вкусно, прямо очень мне нравится. Прямо я сейчас готова это сожрать, неси. Вот. Вообще, у кого есть еда, несите, я все готова сожрать, вы знаете. Что я худею, невероятное количество, очень, вот прям хорошо. Дальше смотрим, ну вот в целом, я бы сказала, мое мнение такое, мне нравится аккаунт, смотрится стильно, смотрится в едином стиле, это важно, потому что вопрос доверия стоит, наверное, самый остро. Мы не верим сейчас людям, которые выставляются. Первая мысль, что я отдам деньги кому? Это касается и меня, и тебя, это касается всех, и школы, и не школы, и просто тортов, там, шубы на заказ, о том, что ты отдашь деньги, и тебе ничего не будет взамен. Поэтому... У меня есть доверие, мне не хватает тебя лично, тебя за процессом и немножко чуть больше видео в последних публикациях. Ты до этого делала, старалась, видимо, больше. Вот, да. Ну, тебя тоже, ты, может, стесняешься сама себя, убираем. Ну и лично, если подчищаешь, да, вот, я понимаю, ты гордишься собой, ты молодец. Мне не снится такая цифра никогда в жизни, 50 килограмм. 50 килограмм человек весит, да? Убирай под свою фотку. Хочешь выставить свое достижение, убери под свою фотку. Это твой личный аккаунт, понимаешь? Вот, грубо говоря, пусть будет твоя фотография,
да, а под ней уже, например, какая ты молодец. Твоя фотография, она может же быть без торта, но ты просто можешь быть красивая, например. Но и под ней уже вот вторая, третья, какая ты молодец, что твое достижение, то, с чем ты сегодня гордишься, это то, что твой вес достиг цифры 5,0. И это реально большое достижение, это честно большое достижение, это прям огромная молодец, потому что у меня сейчас вес, чтобы вы понимали, ну, я не знаю, вам вообще интересно или нет, конечно, 74, и это ужасно. Вот. Итак, по тексту пошли посмотрим, что ты пишешь. Итак, Тироль, Пинаколада, Прага, Новый Орлеан. Ешь, не толстей, супер полезные тортики от меня. Это что? Мне непонятно, что ты написала. Мне очень вкусно, но я вообще не понимаю, что это. Что это? Название тортов, их можно заказать, цена, купить. Опять же, вот тут город хотя бы есть у нас с тобой мирный. Вот, да. Что, куда, о чем? Да, я вижу при том, что у тебя пишут люди, они комментируют, и это очень хорошо, потому что комментарии в целом, они, улучшают твою карму, хотела сказать, да, улучшают твою репутацию, как бы в соцсети, вот. Но для меня прям загадку ты сейчас написала. Какой вес, какая цена, какой колораж, что, куда, алло. То есть это что, купить, продать, заказать, за сколько? Ну, то есть вот ты понимаешь, что у тебя человек в ленте встречает твое вот это вот объявление, я понимаю, что, скорее всего, у тебя там 5 человек твоих клиентов, 55, ладно, 155, 255, что-то я жалею тебе клиентов, 1255, вот, давай так, вот. И они, скорее всего, понимают, они в курсе. Для меня вот прям загадки ты сейчас говоришь, вот, чё ты, куда ты, да. Не хватает мне без муки, молодец, написала ты. Хэштег написала без муки, это твой хэштег. А хэштег, чтобы тебя найти вообще, алло, где город? Ну, город, ладно, здесь можно поискать по местоположению. Ешь, не толстей, низкокалорийные десерты, торты там 0 калорий, еще что-то. У нас же хэштегов с тобой миллион, у тебя хэштегов нет, хэштеги надо делать. Дальше, давай посмотрим вот здесь, что у нас с тобой. Тоже у тебя здесь смотри, поставила хэштеги «молодец», название поставила, дальше что, вес сладкой коробочки 1 килограмм, цена, алло, Василий, тут получше, кстати, от ассорти. Продаю, срок надо указать, даты нет, и как связаться, здесь нет как связаться, должно быть как связаться, пиши туда-то, помнишь, что у нас с тобой есть такая вещь, как collection. Что делать-то? Есть, молодец, ты килограмм, поздравляю тебя, в коробочке, супер, ты прям умница, что, заказывай сейчас. Срок годности сутки, доступно к заказу всегда. Понимаешь, да? То есть, что с ним? Всегда можно есть? Только сейчас? Когда? То есть, человек и так сообразит, он, скорее всего, тебе напишет в директ. Но сейчас, чем меньше сейчас мы делаем каких-то усилий, тем лучше у нас идут продажи, тем лучше. Так, дальше. В целом, мне нравятся эти, да, хэштеги есть, молодец, хорошо. Фотки хорошо, вот фотки хорошо. Шоколадная зебра – это торт. Видимо, у тебя в прослойке вишневого компоте в составе отсутствует трансжир. Написала умница. Так как это заказ, я бы написала все-таки итого, вот этот вес получился размером таким, вес такой. Но если цену ты не пишешь у заказов, которые ты уже сделала, да, чтобы, не палить покупателя, вот, то хотя бы пиши примерно, чтобы человек ориентировался, то есть он знает, что у тебя, например, килограмм там стоит 1500 рублей за килограмм, здесь 2 килограмма, чтобы он примерно понимал, что такой примерно торт, он примерно где-то 2 килограмма, и размер у него примерно такой. Раз ты делаешь готовое изделие уже, не рекламируешь, показываешь, что получилось, чтобы я на следующее могла спрогнозировать, что если я закажу такое же изделие, то оно примерно вот где-то столько будет стоить, столько, такой-то вес, то есть мне малое описание. Вот. Так. А так в целом радует. Хороший аккаунт, красивый. Мне нравится, что у тебя эти комментарии идут. Мне прям очень нравится. Спасибо большое за сердечки, девочки. Очень люблю, вы знаете. Разрез малиновый йогурт. Не ПП. Не ПП. Ганаш, мусс-конфит, вафельная линия, Мирная Якутия, шеф-кондитер 14. Торты на заказ. Где торты на заказ? Делаю торты не ПП. Там жирожоп, не знаю. Бачка обжираются, и так далее. Ты что, 100 лайков, умница. У меня не все посты 100 лайков набирают.
Вот, любимый медовик. Ну, выглядит офигенно, конечно. Вот сейчас все должны поставить сюда лайк. Заходим, все ставим лайк, потому что выглядит офигенно. Это невероятное, ну, как бы, терпение, труд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13. 13 коржей сделать. Невероятный труд, молодец. Он у меня без сахара, фитнес-вариант, еще вкус детства, дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Доступно к заказу. Но мало людей пинают, что можно заказать. Ты думаешь, что они постоянно у тебя на странице тусуются и все это знают? Нет. Так ты должна новеньких привлекать и, соответственно, им тоже что-то продать. В целом хорошо. Доработай, что я сказала. Так, если у тебя прямой эфир и история есть. Раз, два, три, четыре. Может быть, для твоего города нормально, кстати, да. У нас хорошо идут... А прямого эфира нет, а я не знаю, как посмотреть. Можно здесь посмотреть прямой эфир, если мы вот с компьютера смотрим, я не знаю. У нас хорошо идут, если у нас идут, короче, прямой эфир, и каждые 2 часа примерно сторис, прям много сторис. Но это тоже опционально, потому что у нас Москва, у нас насыщена очень событиями. Вот, поэтому у нас так. В целом мне нравится, в целом мне прямо хорошо. Вот. Так, ладно, я пошла к себе. Вика, пока все. Ну, резюме сама понимаешь, да? Молодец. Вообще молодец. Вообще молодец. Так, смотрим на мою безумную фотографию. Следующий у нас ирис кис-кис 2 кило тортуль. Смотрим. Смотрим. Итак. Что мы видим? Фотография супер. Читаем про аккаунт Ирина Жарова. Ирина Жарова. Люблю жизнь. Отлично. Живу, пеку, творю в Ульяновске. Город написала. Молодец. Торты, капкейки, кик-попсы. Ну, видимо, на заказ. Я так понимаю, кулинар с душой, приношу радость. Месседж ми стоит, да? Жарова. Что можно сделать? Написать в WhatsApp. Молодец. Молодец, это вот прямо молодец. Из не молодца нету у тебя, не нажимается ни истории, ни прямого эфира. Алло, ты чего? Надо все делать. Дальше, актуально. Называй, пожалуйста, его неактуально. Что у тебя здесь? Это у тебя отзыв. А, и он один у тебя здесь, все понятно. Короче, их надо группировать по смыслу. Если отзывы, все отзывы вместе. Если там начинки, все начинки вместе. Если там фотографии там, тортов от заказчиков, их всех вместе. Там цены можно вместе, условия заказа все вместе. В целом хорошо. Мне понятно, что ты делаешь. Мне понятно, где ты делаешь. Ты веселая, много смайликов употребляешь. Да, сама улыбаешься, фотография жизнерадостная. Вот здесь не доработала и не доработала историю, мало очень, ну то есть нету. История это то, что у нас с вами появляется и мигает в ленте, самым притом вверху, не надо листать на тебя. Чем когда ты ее выложила, ты первая. Чем чаще ты выкладываешь, тем чаще ты первая. Вот. Пожалуйста, ну, делай это как бы лучше по заказам, если тебе нужны заказы, конечно. Если не нужны, можешь не делать. Ну, мало ли, все с разными целями вообще занимаются этими. Дальше смотрим, что у нас по ленте. Ох, по ленте, я извиняюсь, конечно, за выражение. Творческий беспорядок, давай так скажу. Вот. В целом живо, в целом, я бы сказала, жизнерадостно. И видео, и фото, и работа, и коты, и отзывы, и всего-всего-всего-всего. Вот, да. Фиолетовые картинки, синие картинки, красные картинки. Ну, короче, по визуальному оформлению, честно сказать, работать еще и работать. Ты, скорее всего, это и сама знаешь. Для тебя пока что аккаунт больше именно такой твой личный, человеческий, чем какой-то другой, чем рабочий. Потому что мне для того, чтобы докопаться до того, какие ты торты делаешь, например, да, то есть у тебя заявлено, что ты делаешь торты, капкейки и кейк-попсы. Живу, творю, пеку в Ульяновске. Пока что тут живу, творю есть, пеку мало. Вот, из того, что я вижу, ну смотри, например, поехали. Отзыв, это что же еще не пеку? Раз тортик, это на первые 9 фотографий, смотри, раз, два, три, четыре, пять, 6, 7, 8, 9, 2 торта всего, да, из 9 2. Из 9 2, 3 тебя, 1 кот. Вот это я вообще не понимаю, что такое, вот это мне непонятно, что такое. Отзыв. Мне многовато ты делаешь обработки, мне лично многовато, вот. Дальше на следующие 9 тортов, кстати, побольше, зря я тебя ругаю.
Вот. Мне очень мешают разные по качеству фотографии. Давай так тебе скажу. Вот у тебя торты, грубо говоря, сейчас давай откроем, посмотрим, 45 лайков, 2 комментария. Торты, ну вот не вижу я, что за торт, какой размер, что куда. Вот он мне по цвету, он сильно желтый, так скажем, да. Сильно желтый, этот по цвету серый, этот по цвету такой какой-то коричневатый, это по цвету желтый, желтый, желто-красный. Может, тебе нравится, кстати, мне тоже нравится желто-красный. Опять серая картинка, на белом фоне торт, на зеленом фоне вот это, на белом то-то, вот это с зеленца. Слишком разноплановые фотографии. Дорогая моя, вот прям слишком разноплановые. Попробуй всю свою жизнь делать как бы в единой обработке. Я не знаю, вот насколько это тебе вообще нужно, насколько это тебе получится. Может быть, тебя и так устраивает. Мне лично не хватает единого визуального какого-то общего ряда. Мне они слишком вот прям разные, слишком разные. При этом они разные. Вот эта четкая фотография, это не очень, это размытая, это на желтом фоне такой же торт на этом же столе, но на другом фоне это обработку разную делаешь. И оно в целом смотрится немножко, как бы, ну, как сказать-то, не собрано, что ли, как немножко не вместе. Вот, над этим, ну, то есть это к тому, что это к визуалке. Вот визуально мне немножко грязновато. Вот. В целом я вижу, ну, мне видно, что, опять же, мне твой характер видно очень хорошо, но не факт, что твоему заказчику этот характер видно раз, и он ему нужен два. Вот. Мне нравится, что это вот прям такая вот как бы вот прям человеческая, да, я вижу, что это настоящий аккаунт. Вот тут вот вопрос доверия, кстати, как раз очень такой, ну, не открытый, прям сразу понятно, что это человеческий аккаунт, человек пишет, потому что больше такой никто и не напишет, в принципе. Если человек будет создавать рекламный аккаунт, он вот не напихает бабочку, себя, с днем рождения, кучу каких-то сердечек, коллаж. Опять, вот смотри, расплывается, ночью фоткала по-любому, расплывается, синяя фотка, вернее, фиолетовая, котик с водой, ну, то есть вот чересчур, вот они как бы вот по цвету сильно разные, вот. Или тогда чередуй их по цвету, тогда, чтобы они были вот прям одинаковые, вот. Да, девочки, пишите вопросы, я уделю время на все вопросы, абсолютно отвечу. Да, пишите, не стесняйтесь, пожалуйста. Вот. Это я вам говорю, то есть пишите вопросы, я вижу, что вы пишете, да, чуть-чуть попозже просто зайду все, ну вот прочитаю, отвечу. Сейчас пока 3 девочки заявили о том, что проверить, и я посмотрю, сейчас разберу аккаунты. Вот. Так, поэтому, давай посмотрим по тому, что пишем. По лайкам, кстати, ровненько, 30, 40, как 161 на видос у тебя, смотри, просмотр, да. Что у тебя вот на отзывы мало лайков? Или они не читаются, поэтому отзывы, давай, может быть, тоже отзывы под свою фотку. Ты такая классная, и под ней уже каруселькой отзывы делать. Мне кажется, будет хорошо. Вот ты такая классная, и под ней, например, уже отзывы. То есть, чтобы отзывы, они у тебя сильно выбиваются, прям сильно выбиваются, так грязновато смотрится. Вот. Вот. Видосы тоже можно или каруселькой выкладывать, или можно не такое количество выкладывать. Посмотрим. Может быть, в историю больше пиши. Вот. Может быть, будет получше. Вот. Так, дальше что у нас? По тексту. Давай посмотрим по тексту. По тексту. Моя пушистая, любимый кот. Тут все хорошо. Кот Майкун, любимый кот. Хэштеги есть. Супер. Ты такая милая. Мне прям вот нравится. Мне нравится, что вот видно человека в этом смысле. Такие деловушки лежат, смотрят сериал «Пес». Вот. Да. Дом видно, что вот мама там с котом, походу, зажигает. Отзыв к отзыву, что отзывы любимых клиентов пекут, творю, такой, ну, Ульяновск, Жарова Ирина, то есть свой собственный хэштег тоже хорошо. Здесь вот как бы, в принципе, по описанию норм. Я бы вот эту фотку не выкладывала, честно тебе скажу. Она как-то, мне она слишком личная, прям интимыч прям. Вот. Но это на любителя, все по-разному оголяются перед публикой. Мне иногда тоже хочется что-нибудь порно прислать, но я терплю. Так, здесь я тебе по фотографии сказала, мне она слишком какая-то вот, слишком много обработки, слишком ты мне контрастность или яркость сильно делал. Но зато смотри по описанию, как хорошо. Заказ к юбилею, дорогой любимой мамочки, ссылка, готов. Торт цифра может быть просто круглым.
то-то, то-то, из чего состоит, украшенный ягодами, торт столько такой-то вес, такая-то цена, табличка отдельно. По описанию 5 с плюсом. И у тебя очень хорошие хэштеги. Пеку, творю, торты на заказ, Ульяновск, люблю готовить, готовлю с душой, Жирова Тартуль. Вот по описанию молодец. Вот мне этого нужно. Мне лично сейчас теперь, наоборот, мало смайликов. Вот мало мне тут смайликов. Потому что тебя их всегда везде так много, а тут мало. Давай про пирожки-то. Что за пирожки-то она тут? Черные пирожки какие-то. Чудо-пирожки. Золотые ручки с гурманом. А что, сама делала пирожки? Не сама. Мне мало истории про пирожки. Не хватает мне истории про пирожки. Все, вот тебе и все пирожки. Сейчас 5 раз пирожки будут. Так, красавица, умница, новый образ. Покрасилась, видимо, да, ну мы девочки, нам надо. Смайлики, смайлики, смайлики. Очень хорошо, что тебе пишут, это прям очень хорошо. Лайков, кстати, много собрала. Ты видела, да, 70 там сколько, 75 лайков собрала, прям хорошо. Вот, давай про торт посмотрим, что еще по торту. Предлагаю вашему вниманию торт красный бархат, творожная крем, кислинка, дынь-дынь-дынь-дынь-дынь. Взвесила торта, напиши тоже, какой торт, сколько вот у этого торта получился вес такой-то, размер такой-то, вот он так выглядит. Если буду продавать, цена такая-то. Цен не хватает. Не бойтесь писать цены. В этом ничего пока страшного нету. Молодец, молодец. В принципе, молодец. По описанию молодец. Это молодец. Изюм Мими молодец. 2200. Размер. Еще вы написала вот у этого торта. Размер. Потому что 2200 понятно. А он какого размера-то в итоге? Все думают же, что у нас торты, между прочим. Все думают, что у нас торты, между прочим, размером с диван. Ну, то есть, или со стол размером. Вот. 2 килограмма торт. Ну, это же прям... Воу! Это ж я буду 2 года есть просто, вы же понимаете. Вот. В целом молодец. Я бы доработала визуально, доработала бы по контенту, посмотрела все-таки чуть-чуть по суше, чуть меньше, может быть, интима, да, чуть меньше интима. Мне многовато, лично мне многовато. Вот, да. Оставила бы котов, да, делала бы более, может быть, какие-то такие, знаешь, более постановочные фотки с котами, вот, оставила бы себя однозначно, вот такое мне нравится, вот такое вот мне хорошо, и по отзывам, вот замусорила ты отзыв, понимаю, что ты радуешься, это радость, видимо, все, вот, да, поменьше бы, вот все-таки чуть-чуть поменьше, а это, кстати, не твоя фотка, походу, да, ну, то есть это, или это, ну, короче, вот поменьше, чуть-чуть поменьше. Так, молодец, мне нравится, в принципе, все хорошо. Так, поехали дальше. Кто у нас еще оставил заявки? Заявки у нас осталось, так, bestbakery.ru, так, смотрим на bestbakery.ru, bestbakery.ru. О, строгий аккаунт, видно сразу, что строгий аккаунт, белый фон, фотки, bestbakery.ru, отлично. Ну вот по визуалке вот прям хорошо, прозрачные такие фотографии, тортик на белом фоне, очень смотрится чистенько, очень с едой ассоциируется. Вот, над чем можно поработать? Сейчас посмотрим. Давайте, поехали сначала. Фотография. Молодец. Домодедово. Молодец. Торты, десерты. Молодец. WhatsApp, Viber. И вот здесь мы сейчас пишем не сайт, а пишем ссылку на WhatsApp Viber. Посмотри, пожалуйста, если будешь смотреть, предыдущие 2 разбора были, у меня там был топлинк и Message Me. Вот, или тот, или тот. Не пишем мы сейчас вот так вот. Вместо сайта сейчас делают визитку, ну, то есть это отдельный аккаунт. Вместо сайта, ну где там, вместо сайта делают визитку, это отдельный аккаунт. И там 9 всего фотографий. И под каждым фотографиям как заказать. Ну, короче, по суше немножко все. Мы сейчас с Инстаграма на сайт не ведем вообще. Скорее всего, у тебя сайт не оптимизирован, хотя не буду говорить, может быть и оптимизирован под мобильное устройство. То есть Инстаграм это мобильное устройство, и мы как бы с Инстаграма сейчас не уводим. Остаемся в Инстаграме работаем. Сделаем переход оттуда, сделаем в WhatsApp. Вот, то есть, чтобы эта ссылка шла в WhatsApp у тебя, вот чтобы как бы облегчить. Так им, получается, нужно увидеть телефон, переписать его на бумажку. Они же в телефоне это видят, понимаешь? Они же не могут нажать оттуда и позвонить. Потом выйти из приложений, нажать, вот, ну, бумажку найти, во-первых, надо. Нажать на телефон, вбить номер и позвонить. А звонить тебе охота? Мне вот неохота.
звонить, ну вдруг я вот как бы облажаюсь по цене, там не соображу, вопрос забуду задать. А если WhatsApp, то я должна еще забить твой контакт сначала, и потом, то есть очень много сложностей. На прошлой неделе у Веры я ей скидывала визитку. Визитка, правда, у меня в разработке, я тоже, это прям навье, прям, это вот прям совсем навье. У меня в разработке визитка audreyschool.info. Мы на нее еще ссылку даже не даем. А я скидывала ссылку на визитку ногтевой школы. Сейчас, это не я учусь в ногтевой школе. Сейчас, подождите, девочки, секундочку. Вера, вот Вера. Сейчас я ей скидывала, сейчас я найду вам. Вот она. Как выглядит, сейчас посмотрите. Смотрим. А вам, наверное, не особо там видно, конечно, но смысл такой. Вот она, DarьяSemenova.info, если что. И у нее, вот они, красиво построенные, все, больше ничего нет. 9 этих. И тут описание. И вот она описание уже меняет. Описание прям простыня. Как заказать, какие вкусы, что делаем, обо мне. Не обязательно 9 их делать, их может быть, например, 6. Да, может быть даже 3, например, всего, но это в Инстаграме, и у тебя, вот она, смотри, как где-то волшебный, и вот у нее ссылка в описании на этот профиль, на это не нужна ссылка, вот эту ссылку мы с вами не тратим на нее, вот, понимаете, да, в чем разница? Понятно? Пишите мне, что звук, да вроде нормально все со звуком, у меня через какое-то время всегда звук пропадает, это нормально, вот, так, поехали. По Best Bakery, по торты Ирина. Кстати, имени нет, это не очень хорошо. Имени нет. Напиши, меня зовут так-то. Или привет, я такая-то. А то как к тебе обращаться, непонятно. И это, ну, как бы не... Вы прикрываетесь. Чем я прикрываюсь, не знаю. Чем я прикрываюсь? Не слышно, прерываетесь, наверное. Да, по звуку есть девочки. Дорогие мои, по звуку всегда есть сложности. Мы когда долго с вами разговариваем, всегда сложности. У меня где-то через полчаса, мы, видимо, полчаса уже разговариваем, начинаются проблемы со звуком. Вы и так разберетесь. Но тут я же ничего сложного не говорю. Давайте все, не ругайтесь. Поехали. Здесь, короче, поменять это. Нету ни истории, ни прямого эфира. Где, алло? Где актуальное? Где, алло, актуально? Ничего нету. Вот работы текущей ее как бы нет. Дальше смотрим по контенту, по визуалке. Прячем. Весь текст сейчас модно. Короче, вот так, чтобы все выглядело. Картинки, картинки, картинки. Если хочется сделать текст, спрячь текст под фотку. Сделала фотку, под нее второй картинкой, то есть каруселькой сделай текст. Прикольно розочки, видно, отсадила, прям молодец. Почему не белый фон? Белый фон. Везде делаешь белый фон, здесь тоже белый фон. Извини, сама выбрала. Торты очень хорошо, мне очень нравится, безупречно, безупречно, хорошо, хорошо, ракурс разный, светлее фон выбирай, светлее, пусть ты темненькая, торт но фон светлее, коричневого фона не должно быть у тебя больше. Тут хорошо, зеленый, я понимаю, что все, хочется поздравить людей, убираешь под этот, в архив сейчас убираешь. То же самое касается, ну вот там шоколадов, еще поздравлений с праздником. Если это не торт у тебя и поздравление с праздником, то убираешь или под другую фотку второй фоткой, или в архив через какое-то время. То есть мне сейчас уже не интересно, кого ты поздравляла. То же самое убираешь в архив или под другую фотку, убираешь под другую фотку. Да, и я рекомендую, кстати, все отзывы делать в историю и потом в актуальное наверх. Опять коричневый фон. Почему ты себя на коричневом фоне всегда делаешь? Делай себя на белом. Вот, хорошо выглядишь на белом. По тортам нет претензий вообще, по личным фотографиям раз. У тебя раньше был коричневый фон, вот вижу. Видите, насколько дешевле смотрится коричневый фон? Хорошо смотрится, единообразно смотрится. Мне нравится красиво, много лепки, торты великолепные. Вот, все хорошо, но белый, хоп, и сразу дороже. Молодец. Себя еще, себя тоже на белый фон. Умница. Так, хорошо, смотрим по описанию, что у нас. Давай последнее посмотрим. Что это у нас такое-то? Что это у нас такое? Буду создавать свой декор.
Это у нас с тобой, по-моему, реклама, да? Ну, реклама пусть висит какое-то время, да, потому что, ну, мы ради этого, мы поэтому получаем что-то бесплатно, скорее всего, да? Вот. Потом, значит, убираешь это в архив, то же самое, или удаляешь вообще. Так, что здесь? Давайте поиграем. Поиграем. Куда я полетела? По прилету дарю коробочку. Дынь-дынь-дынь. Молодец, да. Интерактив, конкурс, поиграем. Опять же, кто-то выигрывает. Сколько у нас с тобой комментариев здесь? 27 человек хотят выиграть, ну или там сколько-то, плюс твои ответы, вернее, минус твои ответы, сколько человек хотят выиграть коробочку макарон. Молодец. Дальше, с корабля на бал, больничный, в отпуск до 23-го. Вкуснее не теряйте меня. Ну вот, все хорошо. Лица мне не видно, не очень. Мне нравятся фотографии без лица. Вот. Надо было попросить, пожелайте мне там чего-нибудь, было бы больше комментариев. Да, я лечу в отпуск, кто за назад Домодедово, сладкий стол Домодедова, день рождения Домодедова, и лишний у тебя один решетка. Давай в тортах-то, где ты их продаешь-то в конце концов? Очень люблю делать торты на праздники. Для заказа телефон. Ирина, дынь-дынь-дынь, бархат, велюрды. Малая писала. Видишь, тебе вопросы задают дополнительные, потому что малая писала торт. Вы видите сейчас торт, там такой-то, такой-то, который я делала тогда-то, размер такой-то, начинка такая-то. Потому что почему-то нам интересна какая начинка. Это для меня, кстати, огромная загадка, почему людям интересно, какая там начинка, если они видят только верх. Ну, какая любая начинка может быть, но им все равно интересно. А здесь какая? А что люди едят? Ну, знаешь, как типа сплетни, наверное, собирают. Вот. В целом хорошо. Мне по обработке. У тебя нравится сейчас светлый очень такой аккаунт, прям хорошо. Вот красивый тоже торт, молодец. Очень чистенький. Да, прям чистый, вот вижу про белые пятна, но я люблю придираться к тортам, но это все, не слушая меня, все хорошо. Листайте каруселька, каруселька есть у нас с вами. Отлично. Делаю машинку, вспомнила свой опыт работы, молодец, по тексту хорошо, и история хорошо, взяла нож хорошо, и мало опять про торт. Где про торт? Кому делала? Сколько? Чего? Какой получился? Какая цена? Какой вес? Дынь-дынь-дынь. Что еще делаешь? Вот, что еще есть? Все в мечтах об отпуске. Ну, понятно, отпуск. А ты что, мне в отпуске пишешь, что ли? Давай, прилетай уже. Кремовый, смотри, красивенький. Макарон с безе и ежевика украшают тортик. Имениннику желаю самого лучшего. Торт получился размером таким, начинка была такая, это было то-то. Люблю, целую вас всех. Ты мало пишешь, вот про торт ты мало пишешь. И здесь вот, соответственно, нет как заказать. Пиши везде. Если ты думаешь, что ты надоешь нам, нет, не надоешь. Надоешь так, чтобы все начали что-то заказывать. Морскую тематику очень я люблю. Здесь вот есть телефон у тебя. Здесь есть телефон. Там что пожалела? Или делай все-таки ссылку на топ-линк. Все-таки делай ссылку. А если сделаешь вот эту визитку, то можно делать, соответственно, здесь ссылку на визитку сразу. Для заказа смотрим, и они нажимают, сразу переходят. Там ты делаешь этот свой топ-линк, например, и оттуда сразу пишут тебе в мессенджер. Сейчас такие достаточно прикольные схемы делают. Все поняли, да, меня? Делаем визитку. В визитке делаем ссылку на свой WhatsApp через топ-линк или через MessageMe. Вот. И оттуда у тебя сразу человек тебе пишет в WhatsApp. И притом можно даже текстом сделать, чтобы сразу текст писался, типа «Привет, хочу узнать подробности про тортик». Или там еще про что-то. Если вы на меня там последнее время где-то подписались, то вам может такое начать приходить, потому что мы сейчас тестируем тоже возможности. Вот. В целом хорошо. Светлый мне нравится больше. Да, чуть больше пиши в описаниях. Ты работаешь, видно в аккаунте, у тебя хороший, видно прогресс, хорошая работа. Я вижу, что ты растешь, и это самое главное, когда что-то меняется. Потому что когда мы стоим на месте, чаще всего это говорит о деградации. Когда только что-то происходит, что-то меняется, это для меня признак мастерства, признак развития, признак, ну, какого-то, не знаю, движения вперед, и это очень хорошо. Так, дорогие мои, по заявкам у меня закончились, у меня 3 заявки было. Сейчас я перематываю, пишу вопросы. Если у вас есть вопросы, пишите. Еще минут 10 отвечаю на вопросы, и у меня время закончится, потому что уже, между прочим, мы 45 минут разговариваем, а это до хрена вообще времени. Итак, листаю. Посмотрите, меня пишет Light Pen Bones. Девочки, у меня разбор аккаунтов по средам. Соответственно, мы пишем, оставлять заявки или во вторник, или в среду. Всегда есть какое-то сообщение, где надо будет оставить себя. Ну, то есть вот у меня это было, соответственно, сегодня.
Вот, да. Если прям очень горит, можно написать мне в директ, по средам разбираю аккаунты. Сколько успеваю, столько разбираю. Также всегда можно, вы знаете, что записаться ко мне на платную консультацию индивидуально. Я поговорю не просто, что сделать, а еще и как это сделать, конкретно с ссылками на сайты и так далее. Пишет, почему сертификаты надо убирать. Потому что какое-то время после того, как вы их получили, это еще круто, что вы где-то учились. Вот, но потом в общей ленте они смотрятся вырванными из контекста. Это круто, что ты училась. Их не обязательно убирать. Они просто плохо смотрятся. У тебя торт, и жизнь, жизнь, ты, текст, бумажка. И человек, который заказывает у тебя торт, для него то, что ты учился, не всегда плюс. Потому что ты учился, значит, ты что, тупой, еще что-то такое. Это не всегда плюс. Вот, да, и особенно какие-то старые сети, убирайте под свою фотографию. Или я с фотографией, или я с сертификатом, или я там на фоне там где-то там учился, или еще что-то такое. Чтобы это не была просто бумажка, потому что она к торту не имеет отношения. Нашим заказчикам кажется, ну вообще в ленте, кажется, что это чужеродный предмет. Ну как газету бы сфоткала, понимаешь меня, да? Ну вот такой момент. Вопрос в том, что мы это делаем, и бывает в рекламах школы, бывает то же самое, как в рекламе, ты участвуешь в бесплатном вебинаре, да, ты все равно должен выложить у себя, он же не совсем бесплатный, за рекламу ты это делаешь, ты выкладываешь у себя в профиле, кто-то смотрит, ну, время-то проходит, зачем тебе год держать эту рекламу, все, ну, как бы, еще раз, это мои рекомендации, вы можете им следовать, можете не следовать, можете делать по-своему, вот, я говорю то, что мне бросается в глаза, ну, вот, ну, через призму моего опыта и того, как я работаю. Соответственно, когда я начинала работать, вообще Инстаграма не было. Когда он только появился, это были только фотографии, вообще без текста. Сейчас, соответственно, там и текст, и фотографии, и туда придумали всякие вот отправлять сообщения. Он развивается и растет. Поэтому, как объяснить-то, мое мнение, оно все равно субъективное. Это все равно то, как я вот пережила, как я там вот это все делала, и как это мое мнение как кондитера. Вот вы можете послушать, и будете вы делать или не будете, вы решаете для себя самостоятельно. Понятно? То есть это не так, что это вот, ну, какой-то норматив, так надо. Ну, это мои рекомендации всего лишь. Вот. Так, дальше у нас с вами... Здравствуйте, здравствуйте. Что обсуждаем? Можно ли выставлять на рабочие страницы другие виды услуг, например, брошки? Я бы делила, потому что, ну, если говорить о том, что вообще мы должны бизнес-аккаунты с вами делать, да, там лучше, честно сказать, напрягают. Ну, то есть, если ко мне даже на работу идет, приходит человек, говорит, я рисую картины, еще я пеку, занимаюсь живописью, вышиваю, я кошатница, у меня свой приют, я также ищу модельер, еще стригу и ногти делаю. Я не возьму. Ну, вот меня как-то вот чуть-чуть делить надо вот две сферы. Я бы рекомендовала по одному аккаунту. Ты и там можешь говорить о себе, о своих увлечениях каких-то, вот просто чем я занимаюсь там в свободное время, если это вписывается. Ну, то есть, если я бухаю с рокерами, это не обязательно писать, понимаете, да? Вот. А если я там вечером читаю умную книгу, вышиваю, там, ну, то есть, ты такая же рукодельница, домохозяйка, там, это можно. Поэтому брошки, продажа брошек не очень хорошо. Вот так я бы тебе сказала. Вот. Можно ли мой оценить, спрашивают, оставляйте заявку на следующую неделю, во вторник, в среду. Сегодня мы уже не успеем. Вот. Кот у кондитера тоже большой вопрос. Согласна, но все-таки котики нежно. Раз, пусть он лучше будет, чем где-то там он будет, не будет. Два, у кондитера вообще, кондитер тоже, у кондитера большой вопрос. У нас тоже и волосы, и ресницы, и руки, и там про поводу перчаток, вы знаете, да, у нас постоянные бури и скандалы, вот, и поэтому тут как бы, если ты чистоплотный, то у тебя все будет чистоплотное, если нет, то нет, смотрим, что общий профиль, если человек чистенький, все чистенькое, белый профиль, ты такой чистенький, замечательный, то все будет хорошо. Если нет, то нет. Вот. Поэтому я не против котов, я как бы в целом за, как сказать, как за чистоту.
Прикрывайтесь, все хорошо. Там какое-то обсуждение, походу что-то там было. Просила, писала в директ. Давай в следующий раз тогда. Лучше писать под этим. Я директ отсюда не могу. Ну, могу проверить, но это очень сложно. Лучше писать мне под постом тогда, чтобы я спокойно с поста переходила, посмотрела. Консультация стоит 3000, идет час-полтора, по возможности идет по скайпу. Также разбираю, в принципе, на любой вопрос можно, но сейчас вот это один из самых актуальных, вот, да, писать мне в директ, писать в директ, вот. Так, здравствуйте, здравствуйте, Алина, Анастасия. Ну что, дорогие мои, будем прощаться. На этом наше занятие закончено. Мы проговорили, между прочим, 50 минут. На следующей неделе у нас с вами в среду тоже будет разбор аккаунтов. Я надеюсь, что он будет. Смотри, там... Целую статью благодарна. Ой, ты молодец, Алина, рыбка моя. Я очень за тебя рада, честно. Умница, умница, умница. Умница. Вот. Короче, в среду будет разбор аккаунтов, в пятницу у нас рецепт, в субботу у нас розыгрыш.